1970 год. Калифорния. Город Санта-Клара. Лаборатории компании Hewlett-Packard, той самой, что делает измерительную технику и работает с кварцем каждый божий день. Для их инженеров кварц – обычный заводской материал. Они про него знают почти все. И вот на стол к этим людям кладут череп. Прозрачный. Выточенный из одного куска горного хрусталя, размером почти с настоящий человеческий, с отдельной нижней челюстью. Дальше начинается то, что потом будут пересказывать 50 лет. Из лаборатории выходят 3 утверждения. Первое. Череп якобы выточен поперек естественной оси кристалла, а так делать нельзя. Кварц при такой обработке должен треснуть даже под современным инструментом. Второе. На поверхности будто бы нет ни одной царапины от металла, как будто его вообще не касались резцом. И третье, самое сочное. Чтобы отполировать такую вещь руками, песком и водой, понадобилось бы около 300 лет. Один из сотрудников бросает фразу, которую обожаю цитировать до сих пор. «Эта штука не должна существовать. Запомните этот момент». Потому что почти каждое слово из того отчета позже рассыпалось. Но рассыпалось медленно, неохотно. И к тому времени легенда уже разъехалась по всему миру. Я хочу разобраться, как прозрачный камень, без всякого прошлого, умудрился обзавестись чужим прошлым. И почему это прошлое оказалось крепче любой экспертизы. Сначала про сам предмет, по-честному, без тумана. Это череп из чистого горного хрусталя. Высота около 13 сантиметров, вес примерно 5 килограммов. Нижняя челюсть выточена отдельно и снимается. Анатомически он почти точный, скулы и глазницы на месте, свод ровный, разве что в висках есть мелкие странности. Внутри камня природные плоскости и пузырьки, из-за которых при свете свечи в глубине будто что-то вспыхивает. На человека это действует. Прозрачный череп, в котором гуляют блики. От такого трудно отвести взгляд. И это чистая физика, а не магия. Зовут его черепом Митчелл Хеджеса. И вот тут начинается кино. Фредерик Митчелл Хеджес – британский авантюрист, родился в Лондоне в 1882 году. Дрался бок о бок с людьми Панчо Вилли в Мексике, писал газетные колонки про затонувшую Атлантиду, ловил гигантских рыб и вообще обожал, когда о нем говорят. Свое имя он умел подавать. У него была приемная дочь, Анна, сирота из Канады, которую он взял в семью совсем маленькой. По ее рассказу все выглядело так. Джунгли британского Гондураса, нынешний Белиз. Раскопки в руинах майяского города Луба-Антун. И вот 17-летняя Анна забирается на полуразрушенную пирамиду, замечает под обвалившейся кладкой блеск и достает оттуда хрустальный череп. Нижнюю челюсть, по легенде, нашли позже, в нескольких метрах. Отец потом дал черепу прозвище «Череп судьбы». Говорил, что майяские жрецы будто бы использовали его, чтобы пожелать человеку смерти, и тот умирал. Историю про находку Анна рассказывала почти всю жизнь и не сдвинулась ни на слово, до самой смерти, в 100 лет. Красиво? Очень. Кинематографично до мурашек. Одна беда. У этой сцены нет ни одного подтверждения. И сейчас вы увидите, насколько. Митчелл Хеджес копал в Луба-Антуне в 20-е годы. Экспедиция вытащила больше 1000 предметов, керамику и фигурки. Все это поделили с музеями, которые финансировали раскопки. Документов хватает. И вот странность. Среди этих документов нет черепа. Ни одной фотографии. Ни строчки в дневниках экспедиции. Ни упоминания в отчетах. Человек, который не пропускал ни единого повода похвастаться приключением, про главную находку своей жизни молчал десятилетиями. О черепе он впервые публично заговорил только в 40-е, почти через 20 лет после находки. А теперь смотрите, что всплывает, если копать не в джунглях, а в архивах. В 1936 году в британском антропологическом журнале выходит разбор 2 хрустальных черепов. Один из Британского музея, второй из коллекции лондонского арт-дилера по имени Сидни Берни. Эксперт честно пишет, историю второго черепа не удается проследить раньше 1934 года, то есть до этого момента его как будто не существовало. И размеры этого берниевского черепа в точности совпадают с тем, что позже станет черепом Митчелл Хеджеса. В октябре 1943-го этот самый череп выставляют на торги аукционного дома Сотбис в Лондоне. Лот номер 54, длина 174 мм. Митчелл Хеджес покупает его за 400 фунтов.
И сам же выдает себя письмом брату в декабре того же года. Цитата короткая. «Коллекция растет и растет. Я приобрел тот самый удивительный хрустальный череп из собрания Сидни Берни. Не нашел. Приобрел. На аукционе». А в своей автобиографии он оставил фразу, которая теперь звучит почти издевательски. «Как этот череп попал ко мне, я по своим причинам предпочту не раскрывать». Когда Анне все это предъявили, она нашла объяснение. Мол, отец не покупал череп. Он раньше отдал его Берни в залог под кредит на одну из экспедиций, а Берни поступил подло и втихую выставил чужую вещь на торги. Звучит складно ровно до того момента, пока не перечитаешь письмо самого Митчелл Хеджеса. Там нет ни слова про «вернул свое». Там написано «приобрел». Человек радуется покупке, а не возврату украденного. Даже заплатка на легенде не сходится с тем, что он написал собственной рукой. Вот и весь детектив. У предмета есть аккуратная, задокументированная биография. В ней есть и Лондон, и аукционный зал. Есть арт-дилер и квитанция на 400 фунтов. И в ней нет ни одного куста белизских джунглей. Теперь давайте вернемся к тому отчету. Помните 3 громких вывода из лаборатории Хьюлетт-Паккард? Поперек оси ни одной царапины, 300 лет полировки. На них держится вся мистика. Разберем по очереди, спокойно, без злорадства. Сначала маленькая деталь, про которую любят молчать. Исследование в 70-м устроил не штатный кристаллограф компании, а человек со стороны, реставратор по имени Фрэнк Дорленд, у которого этот череп тогда находился. Дорленд был не нейтральным экспертом, а горячим энтузиастом, который искренне верил в особые свойства камня. Это сразу меняет вес выводов. А верил он во многое. По его рассказам, череп будто бы менял температуру под рукой, иногда испускал слабое сияние и даже издавал тихие звуки, а если долго в него вглядываться при огне свечи, внутри проступали картины. Все это шло не из протокола измерений, а из ощущений человека, который месяцами жил с этой вещью дома и был заранее в нее влюблен. Так личные впечатления одного восторженного хранителя постепенно переоделись в одежду научного отчета серьезной компании. А дальше пресса разнесла именно эффектную обертку, а не оговорки. Теперь выточен поперек оси, значит, должен был треснуть. Звучит грозно, но на деле кварц режут и полируют в любой ориентации. На этом стоит целая ювелирная отрасль. Никакой мистики в том, чтобы обработать камень не по той грани, нет. Утверждение, что вещь обязана была развалиться, просто не выдерживает проверки практикой. Ни одной царапины от металла – самый громкий пункт, и самый коварный. Дело в том, что в 70-м никто не загонял этот череп под нормальный электронный микроскоп. Глазами и в слабую оптику следы тонкой машинной обработки увидеть трудно, поверхность отполирована до зеркала. Стоило позже взять серьезную технику, и царапины нашлись мгновенно. О них чуть позже. Это отдельная и убийственная история. И 300 лет ручной полировки. Красивая цифра, под которую так хочется представить поколение индейцев, веками шлифующих один камень. Только взялась она из того же допущения, что инструмента не было. Если убрать допущение, рассыпается и цифра. Антрополог Джейн Макларен Уолш, которая позже разобрала эту тему до основания, написала про череп предельно сухо. Он не древний и даже не особо старый. Его, скорее всего, сделали в Европе в 20 веке. Никаких 5 поколений полировщиков. И ничего пугающего в нем нет. Тут есть тонкий момент, на котором ломаются почти все споры о подлинности. Людей завораживает именно совершенство черепа Митчелл Хеджеса. Реализм, анатомическая точность, отдельная снимающаяся челюсть. Кажется, что такую вещь не мог сделать дикарь с каменными инструментами. Значит, тут какая-то загадка. Логика вроде железная. На деле она перевернута с ног на голову. Потому что настоящее доколумбово искусство как раз не фотографичное. Ацтекские изображения черепа подчеркнуто условны и стилизованы. Это узнаваемый символ, а не муляж из анатомического атласа. Мастер той культуры и не ставил себе задачу скопировать кость один в один. А вот европейский резчик XIX века с хорошим инструментом, наоборот, гнался именно за натурализмом. Это была мода и предмет гордости ремесла. Так что сверхточный, до блеска отполированный череп – это не довод за древность. Это улика против нее. Чем совершеннее вещь, тем громче она кричит про современную мастерскую, а не про затерянный храм. То же самое со снимающейся челюстью.
Ее любят подавать как невероятный технический подвиг древних. Но отдельно выточить и подогнать нижнюю челюсть – задача как раз для умелого ювелира с гранильным колесом, а не для камнереза с песком и палочкой. Это не магия. Это уровень европейской мастерской позапрошлого века, который нам почему-то кажется недостижимым именно потому, что вещь записали в древние. Кстати, заметьте разницу между черепами. Лондонские и парижские экземпляры грубее и проще. Череп Митчелл Хеджеса самый отполированный и самый реалистичный из всех. Что вполне логично, если предположить, что он сделан позже остальных и более умелой рукой. Не древняя, а наоборот, свежая. Тут пора познакомиться с фигурой, без которой вся история не случилась бы. Эжен Бобан. Француз. Приехал в Мексику в 1857 году, в 23. Выучил испанский и местный язык науатль, влез в торговлю древностями и быстро стал заметным. Настолько заметным, что в 1863-м сам Наполеон III поручил ему собирать древности в Мексике. Позже Бобан служил официальным антикваром при дворе императора Максимилиана и не стеснялся рекламировать себя в газетах прямо как антиквария Его Величества. Жизнь у него вышла на одном топливе. Он продавал подлинную древнюю Мезоамерику тем, кто очень хотел в нее верить. Мотался между Парижем и Мехико, потом снова осел в Европе. И вот ключевой факт, который многое объясняет. Бобан позже сам признался, что сумел всучить несколько хрустальных черепов кураторам ведущих европейских музеев. Своими словами. Изобретатель целого жанра подделки честно рассказал, как этот жанр работал. Один из его крупных черепов едва не уехал в Национальный музей Мексики. Бобан пытался продать его как древний ацтекский артефакт. Мексиканцы отказали. Их специалисты усомнились в подлинности. Дальше поучительный поворот. Получив отказ дома, Бобан срочно перебрался в Нью-Йорк и пристроил череп через ювелирный дом Тиффани. Оттуда в 1897 году предмет осел в Британском музее как настоящая ацтекская работа. Вдумайтесь в эту развилку. Музей в самой Мексике, у которого под боком все эталоны местного искусства, подделку распознал и брать не стал. А богатые европейские институции купили почти без вопросов и выставляли как подлинник чуть ли не весь следующий век. Чтобы понять, как у Бобана вообще получалось, надо представить, в каком воздухе он работал. Мехико второй половины XIX века был раем для торговцев древностями. Туда хлынули европейские коллекционеры и музейные агенты, готовые платить за все, что выглядело по-ацтекски. А спрос, как обычно, мгновенно породил предложение – целую индустрию изготовления фальшивок. Это не догадка. Смитсоновский археолог Уильям Генри Холмс приехал в те годы в Мехико и был, мягко говоря, поражен. Он описывал лавки-реликварии едва ли не на каждом углу, забитые поддельными сосудами и фигурками доколумбовой эпохи. Торговля фальшивкой шла так нагло и открыто, что Холмс не выдержал и опубликовал в научном журнале статью с прямым, без всякой дипломатии названием «Про торговлю поддельными мексиканскими древностями». Теперь добавьте к этому пейзажу состояние самой науки. Музеи соревновались за экспонаты и боялись упустить эффектную вещь конкуренту. Коллекционеры платили не торгуясь, а само понятие доказательства подлинности было размытым до неприличия. Экспертиза часто сводилась к тому, что уважаемый человек посмотрел и сказал «похоже на настоящее». В такой системе хорошая легенда стоила дороже скучной бумажки о происхождении. И прозрачный череп, без всякого контекста находки, был в этом смысле не подозрительным, а наоборот, идеальным товаром. Подозрительной, казалось бы, как раз слишком подробная честная биография, а ее отсутствие легко выдавалось за древнюю тайну. Бобан не ломал систему. Он просто очень хорошо понял, по каким правилам она играет. В 90-е за тему, наконец, взялись всерьез. Толчком стал почти анекдотический случай. В 1992 году в Смитсоновский институт в Вашингтоне приходит посылка. Внутри большой хрустальный череп, самый крупный из всех известных, и анонимная записка. Куплено в Мексике, артефакт ацтекский. Ни имени отправителя, ни подробностей. Просто прислали по почте и исчезли. Этот череп и попал к Джейн Уолш. Она потянула за ниточку, и почти все ниточки привели к Бобану. А потом музеи сделали то, что давно стоило сделать. Положили черепа под сканирующий электронный микроскоп.
И вот тут отчет 70-го года окончательно умер. На поверхности музейных черепов обнаружились ровные параллельные борозды, характерный след вращающегося абразивного круга, гранильного колеса. Инструмента, который ремесленники доколумбовой Мезоамерики попросту не знали. Он европейский, нового времени. Чтобы было с чем сравнить, рядом изучили настоящий доколумбовый предмет из горного хрусталя – миштекскую вещь из гробницы в Монте-Альбане. Под микроскопом она выглядит совершенно иначе. Хаотичные царапины от ручного инструмента и долгая полировка природными абразивами. Никакой машинной геометрии. Ни одна подлинная вещь той эпохи не несет следов вращательной механики. Разница тут такая же очевидная, как между доской, распиленной электрической пилой, и доской, перепиленной вручную ножовкой. Машина оставляет ровные, повторяющиеся следы с одинаковым шагом. Рука так не умеет в принципе. На черепах эти ровные дорожки видны прямо вдоль зубов и в углублениях. Спрятать такую подпись нельзя. Она остается в самой геометрии резьбы, под любой полировкой. А смитсоновский череп подбросил вообще железную улику. В микроскопических полостях на его поверхности нашли остатки карбида кремния, карборунда. Это синтетический абразив, которого до самого конца XIX века в природе не существовало. Его научились получать только в 1891. Значит, череп выточили уже после этой даты, не ацтеки. Скорее всего, мастерская где-то в прошлом столетии. Вдумайтесь, что это за находка. Это примерно как обнаружить в запечатанной гробнице фараона свежий след шариковой ручки. Карборунд – это по сути штамп с датой выпуска, вшитый в сам камень. И никакая легенда про древних жрецов этот штамп не перебьет. Вещество, которым полировали этот череп, на момент его древности еще попросту не придумали. Дальше выдал себя сам камень. Анализ микроскопических включений в кристаллической решетке показал – кварц добыт не в Мексике. По составу он тянет на месторождение в Бразилии или на Мадагаскаре, а это регионы в доколумбовые торговые сети не входившие. И вот финальный адрес. Совместное исследование Британского музея и Смитсоновского указало на конкретное место рождения большинства черепов – Германию. Городок Идар-Оберштайн в Рейнской области – старый центр камнерезного дела. В конце XIX века туда везли бразильский кварц, а оттуда расходились по миру изящные вещицы из горного хрусталя. Бразильское сырье на входе, древние ацтекские черепа на выходе. Опубликовали все это в профильном археологическом журнале, без обтекаемых формулировок. Тут полезно сбить с темы на лед уникальности, потому что вокруг хрустального черепа всегда висит ощущение, будто эта вещь штучная, чудом уцелевшая в единственном экземпляре. А это совсем не так. Возьмем парижский череп, третий из большой тройки, что хранится во Франции. Он заметно грубее лондонского, а на макушке у него прорезано отверстие. Похоже под крест, то есть кто-то приспосабливал его под крестьянский предмет, что само по себе плохо вяжется с образом тайной языческой реликвии. И этот череп тоже прошел через руки Бабана. Один человек, по сути, расставил по музеям 3 стран по экземпляру, каждый с красивой подводкой. А теперь про масштаб. Хрустальные черепа не редкость в принципе. Их режут и сегодня. В Бразилии, в Китае, в той же Германии. Тысячами штук в год. Это популярный сувенир и предмет эзотерической торговли. Его можно заказать с доставкой. Любого размера и любой прозрачности. А скал на свой вкус. И вот это, по-моему, самый отрезвляющий факт во всей истории. Предмет, за которым люди готовы видеть исчезнувшую цивилизацию и тайное знание, лежит на полке как товар. Разница между древней реликвией майя и сегодняшней поделкой не в материале и не в форме, только в легенде, которую к нему приклеили. Уберите легенду, и останется красиво обработанный кусок кварца. Ровно то, чем он всегда и был. А вот деталь, которая занимает меня больше самой подделки. Ни один знаменитый хрустальный череп не был найден на нормальных раскопках. Ни один. У них нет того, что в археологии решает вообще все – контекста. Нет задокументированного слоя, из которого предмет извлекли. Нет записи, кто и когда его выкопал. Нет рядом лежавших вещей, по которым можно датировать. Все они выплыли через антикваров и аукционные залы. Для археолога предмет без контекста почти ничего не доказывает. Датировать его можно только косвенно, а легенду к нему дописать какую угодно.
Именно эта пустота и оказалась золотой жилой. Раз прошлого нет, его можно сочинить. Тут стоит сказать вещь, которую часто проглатывают. Настоящие майя и ацтеки оставили колоссальное наследие. Они строили города и вели письменность, резали скульптуру и рассчитывали движение планет. Череп как образ у них тоже был, и еще какой. Ацтеки вырезали черепа из базальта и складывали из настоящих костей целые стены – цампантли. Но полноразмерный череп из цельного куска горного хрусталя в эту традицию не вписывается ни единой чертой. Его не находят ни в гробницах, ни в храмовых тайниках. В кладах тоже пусто. Получается странная картина. Европейцы как будто сначала нарисовали в воображении таинственного индейца с тайным знанием, а потом под этот образ подобрали товар. Спрос родил предложение, причем буквально. Позже миф пошел на второй круг, уже на новом топливе. В среде New Age появилась легенда про 13 хрустальных черепов, которые якобы хранят древние знания, и если их собрать вместе, случится что-то великое. Откуда взялась цифра 13, никто внятно сказать не может. В майской мифологии она такой роли не играет. Параллельно расплодились мастера, которые резали черепа на заказ и продавали как подлинные старинные. А когда в 2008 вышел блокбастер про Индиану Джонса и хрустальный череп, образ застыл в массовой культуре окончательно. От отца Ане достался не только череп, достался и талант к шоу. Она возила его по выставкам, пускала к нему публику, давала интервью. И со временем легенда обрастала все новыми способностями. Сначала это был просто череп судьбы. Потом появилась деталь, что камень будто бы мутнеет перед бедой. Потом, что он предсказал убийство Кеннеди. Каждое новое десятилетие добавляло черепу свежую сверхспособность, и каждое работало на интерес к нему. А интерес – это билеты, книги и внимание прессы. Заметьте механику. Реальный артефакт со временем не меняется. Он просто лежит и ждет исследователей. А вот легенда живет, мутирует и подстраивается под запрос момента. Череп судьбы вел себя как второе, а не как первое. Его история росла ровно там, где на нее был спрос. Потом подоспела большая волна. Когда вокруг неверно прочитанного майяского календаря раздули шумиху про конец света, под нее мгновенно подгребли все мистическое, что хоть как-то связано с майя. Хрустальные черепа оказались идеальным реквизитом для этой паники. Пошли документалки, эзотерические семинары, целые полки книжек про древние знания, спрятанные в кварце. И вот к чему все это привело. Прозрачная болванка из европейской мастерской превратилась в бренд. А у бренда, в отличие от музейного экспоната, есть выручка. Вокруг него крутятся деньги, репутации и права. И как только речь зашла о больших деньгах, история сделала поворот, которого никто не ждал. Вот этот сюжет обычно не рассказывают вообще, а он, по-моему, лучший в истории. В 2012-м археолог Хайме Аве, директор Института археологии Белиза, подал иск в Федеральный суд в США. Ответчиков сразу несколько. Семья нынешнего хранителя черепа, наследие Митчелл Хеджесов, а также Lucasfilm, компания Disney и студия Paramount. Логика иска такая. Череп будто бы вывезли из Белиза почти 90 лет назад в нарушение местных законов. Значит, он принадлежит народу Белиза, и его надо вернуть. А заодно, раз кинокомпании заработали на образе этого черепа в фильме про Индиану Джонса, пусть поделятся прибылью. Фильм, к слову, собрал в прокате около $786 миллионов. Теперь поймайте иронию. Чтобы требовать череп назад как национальное достояние, иску пришлось принять за чистую монету ровно ту версию, которую наука к тому моменту уже разнесла в пыль. Версию про девочку, пирамиду и древнюю майяскую реликвию. То есть страна пошла в суд защищать как сокровище предмет, который по всем экспертизам европейская поделка позапрошлого века. И это не глупость чиновников. Это и есть самое интересное во всей теме. Легенда оказалась настолько живучей и настолько ценной и деньгами, и культурным весом, что за нее стало выгодно судиться. Подделка доросла до статуса, ради которого нанимают адвокатов. Отдельная пикантность, как череп показан в самом фильме. По сюжету его находят вовсе не в Белизе, а в Перу. Происхождение приписывают каким-то абстрактным индейцам. А под финал, уж простите за спойлер, и вовсе инопланетянам. То есть Голливуд взял реальный предмет с громким именем, переклеил ему и географию, и родословную, и заработал сотни миллионов. Белиз в этих деньгах не поучаствовал никак.
Логику иска при таком раскладе хотя бы можно понять, даже если в его основании лежит миф. И заметьте еще одну штуку. Когда музеи опубликовали разоблачение, они ничего не прятали. Британский музей еще в 90-е показывал свой череп прямо на выставке про подделки и искусство обмана, честно повесив рядом табличку про сомнительное происхождение. Все было открыто, на виду, под микрофотографиями. И все равно часть публики продолжала верить. Потому что вера давала то, чего сухой анализ дать не может. Если собрать все вместе, вырисовывается портрет. Только не древней цивилизации, а нас самих. Череп попал точно в несколько желаний сразу. Викторианская Европа была помешана на тайных знаниях исчезнувших народов. Спиритизм и оккультизм как раз переживали расцвет в те самые годы, когда Бобан раскладывал товар. Череп, как символ смерти, давно сидел в европейской культуре. Его носили на кольцах и вырезали на надгробиях. Это было модное напоминание о бренности. А прозрачный камень с человеческим лицом, привязанный к загадочной далекой Мезоамерике, добавлял к этому именно то, чего хотелось – холодок чужой тайны. Получился идеальный товар. Красивый, слегка жутковатый. И без всякой проверяемой истории, а значит, готовый принять любую. Меня в этой истории цепляет не то, что кого-то обманули. Подделки были всегда. Цепляет то, как легко серьезные люди с образованием и доступом к экспертизе достроили за хрустальной болванкой целый утраченный мир, потому что им хотелось, чтобы он там был. Мексиканский музей усомнился и сберег репутацию. Европейские музеи поверили и 100 лет выставляли стекло как святыню. И есть тут еще одна обидная мелочь. Пока внимание целого мира десятилетиями уходило на прозрачную фальшивку, настоящие вещи майя и ацтеков оставались в тени. Реальные мастера резали по нефриту и обсидиану, считали затмения на века вперед, строили города под джунглями. Это и есть подлинное чудо. Но чудо без зловещего блеска и без обещания тайной силы, а потому оно почти всегда проигрывает красивой выдумке в борьбе за наше любопытство. Так что хрустальный череп все-таки реликвия. Просто не майская. Это реликвия европейского воображения XIX века. Точный слепок того, каким люди той эпохи хотели видеть чужую древность. И в этом качестве он настоящий, на 100%. Под зеркало не подкопаешься. Оно честно показывает того, кто в него смотрит. Что вы думаете об этих черепах? Напишите в комментариях. И, конечно же, не забудьте подписаться. До новых интереснейших выпусков.